Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы с вами будем крутить, слушать и настраивать вот этот комбик. Называется он Black Star ID Core 40 V4. Это значит 4-я версия. Посмотрим, что у нас тут. Ну и как положено в наших обзорах, начинаем мы с ручек и кнопочек. Благо их тут много и есть о чем рассказать, покрутить и посмотреть. Ну давайте пробежимся быстро, что у нас тут есть. Соответственно, переключение видов усилителей. Ну, в принципе, все понятно. Слушать мы их будем чуть позже. Сейчас просто посмотрим. Clean Bright, всякие Crunch 1. Короче, 6 усилителей, получается. 2 клина, 2 кранча и перегруз. Еще один. Дальше. Gain Volume, это понятно. Эквалайзер. Вот тут эквалайзер хитрый. Обычно у нас 3 полосы, как любит говорить Василий. 3 полосы. Один верха, другой басы. Так вот, здесь эквалайзер хитрый, со своей хитрой технологией. Но по факту, в принципе, это правка, скажем так, середины. Да? Получается скуп такой и торчащая середина. Опять же, тоже послушаем. В принципе, прикольный функциональный эквалайзер. Дальше. Выбор пресетов там и всякое такое. Переключение режима 1 Вт и 40 Вт. Это мы потом сравним. Для диванных войск прям очень даже все полезно это. Дальше блок эффектов, всякие модуляции, дилей, ревера, тэп-темпо, соответственно, крутилка и выбор эффектов и громкость эффектов. Ну и вход для фут-свитча. Как-то так. Переходим к прослушиванию. Начнем мы с чистого звука, все как положено. Но чтобы было не скучно, добавим еще эффектов. Тут у нас сохранены всякие разные пресеты, мы, соответственно, их немножко подкрутим. То есть, ну вот, чистый звук усилителя. Как оказывается, не очень-то и чистый. Немножко перегружается, но это датчики мощные. Попробуй гейна поменьше сделать. Ну, типа того, да. Значит, что там? Реверочки. Добавим душевности. Какой-нибудь другой ревер попробуем. Здесь не так много низа. Главное правило при настройке эффектов — не сделать их слишком много, потому что такой гипертрофированный эффект, в общем-то, загадит весь микс, а нам оно не надо. Ну, только что эффект послушать. Ладно, следующий усилитель. И еще что-нибудь по эффектам добавим. Попробуем похорусить, например. Тут у нас фейзеры, фленджеры, хорусы и прочие фильтры. Квакает весело. Попробуем тэп-темпо на практике. Ну да, неплохо. Идем дальше. Добавим немножечко перегруза. Ну, пропустим просто кранч. Пусть будет у нас супер кранч. И эффекты для начала отключим. И гейна сделаем поменьше. Ну, еще можно эквалайзер, в принципе, потестить, как он звучит в крайнем положении. В среднем. Ну, не супер вмешательство в звук, на самом деле. То есть это не прям там
скуп середины, но достаточно аккуратненько подчищает вот этот низкочастотный срач. Очень прикольно. Идем в следующий усилитель. И тоже там потестим эквалайзер уровень перегруза. Да, тут уже такой про металл, в принципе. Добавим. Интересный я звук в конце издал, однако. Ну вот по поводу эквалайзера, это скорее для лид-тона, вот настройка, вот, как бы ручка вправо, дает вот хороший такой низастый, гудящий звук для соляков, на мой взгляд. Ну и попробуем последний пресет, там какой-нибудь лид-звук как раз-таки и соберем из этого. Сначала эквалайзер влево. Зло. Зло. Вот здесь мне что-то эквалайзер не очень нравится в таком положении. Он какой-то слишком жестко цифровой такой тон дает. Ну, не очень приятно звучит. В среднем положении будет получше, я думаю. Ну, что-то типа того, более-менее. И попробуем, не знаю, все-таки середину немножко добавим. Сделаем с каким-нибудь дилеем. Сейчас найдем какой-нибудь дилей повкуснее. Микс поменьше. Вот единственный минус у таких комбиков, каждую ручку надо всегда подкрутить при смене настроек, при переходе на следующий пресет, потому что по умолчанию настройки сохраняются, вот, допустим, в таком положении, и переключаешь, и надо все это подкручивать. Это, может быть, немножко неудобно, но пресеты, с другой стороны, один раз накрутил, сохранил и пользуешься. Круто особенно ложать с дилеем, с длинным. Ты сложал, и твой позор слышно еще секунд 20-30. Ну, в общем, дилей как-то звучит. Ну, такой вот лид-звук с дилеем можно здесь накрутить. В общем, изобилия прям такого жесткого эффектов нет, но базовые все звуки есть. Получается от чистого до слегка прикранчеванного, сильно прикранчеванного, и ритм соло такой же метальный звук. То есть, в принципе, от совсем легкого до совсем тяжелого все здесь присутствуют, базовые эффекты все есть, ну, вполне всего достаточно. Что тут еще есть по функционалу интересного? Ну, здесь есть тюнер, например, который, чтобы включить, надо зажать кнопку, где есть у нас ревер, появляется вот такой вот тюнер. Ну, индикация, как обычно в таких устройствах, достаточно мутновата, но, в принципе, при желании гитару можно настроить вроде более-менее точно, поэтому, ну, как говорится, тюнер сюда влепили, на том и спасибо. Дальше. Режим 1 Вт и 40 Вт переключается. Соответственно,
он становится тише, но все равно при этом достаточно громкий остается. Мы потом потестим еще микрофонами, сами все услышите, как звучит и один режим, и второй. Что еще? Можно подключить, собственно, через USB и с помощью проги отредактировать пресеты. Также сюда можно подключить фуд-свич и эти самые пресеты ногой переключать. Самые наши внимательные зрители наверняка заметили, что тут появились микрофоны, и, соответственно, звук мы будем снимать через них. И послушаем всякие разные режимы. Режим 1 Вт, 40 Вт и всякие, собственно, усилители. Итак, давайте с метальчика начнем. Так. Будем гейн понижать. Покрутим эквалайзер. Ну, как слышно, добавляет очень сильно середину, а мы еще добавим к этому всему и дилей. А середину убавим. И какой-нибудь совсем уж чистый звук с эпичным количеством всяких разных эффектов тоже можно накрутить. Не то чтобы чистый звук получился, гейн убавляем. Ну и ревера, наверное, не хватает к этому всему. Естественно, режим 1 Вт и 40 Вт тоже потестим. Итак, включаем. Стало очень тихо. То есть это громкость, которую на диване будет практически не слышно. Соответственно, можно приподнять где-то до половины. И здесь получается примерно такое же значение, как было в предыдущем режиме 40, да, но на минимальных значениях. И на максимум, я думаю, уже будет клиповать уже. Так, значит, для диванных всяких развлечений, мне кажется, из режима 1 Вт вообще не будет иметь смысла переключать, потому что на максимуме он уже достаточно громко звучит. Это для квартиры будет, наверное, какая-то такая предельно допустимая громкость. То есть, в принципе, есть у комбика даже какой-то репетиционный, я бы сказал, потенциал. Если это не будет супер громкая музыка, да, там с какой-то адской громкой ударкой, тогда, в принципе, можно там на небольших площадках даже его использовать. И на диване также. Что можно в целом сказать про комбик? Я тут забыл упомянуть одну деталь. Сюда можно подключить Powerbank, и комбик становится мобильным. Но при таких габаритах, честно говоря, затея, как мне кажется, достаточно сомнительная. То есть он прям здоровый. Если бы он был бы в половину от этого размера, как типа Spark 20, по-моему, что-то такого размера, да, то есть он квадратненький. Тогда железную можно таскать с собой. Такую дурищу таскать я бы не стал. А так, в целом, комбик по функционалу отличный. Звуки все базовые есть, фуд-свичи подключаются, тюнеры включаются. От чистого до самого перегруженного. То есть нет избыточного функционала, да, как в некоторых процессорах есть там миллион всяких модуляций, притом там плохо звучащих. Здесь по 4 модуляции, 4 дилея, 4 ревера, 6 вариантов перегруза. Но, в принципе, 95%
95, наверное, процентов, если не 99 всех вот потребностей нормального гитариста это все дело покрывает. Поэтому комбик очень даже ничего. Обязательно в комментариях напишите все, что думаете про этот комбик, про продукцию компании Blackstar в целом. Можете и про Тимати что-нибудь написать. Также порадуйте нас лайком, подпиской. И до встречи в новых видео. Всем пока. Совмести их сразу с ревером, чтобы живенько было. Ну, в смысле, вот пока у нас чисто, давайте еще накрутим сверху. Сейчас Ну, пробуем, я живое, накручу тон на гитаре, чтобы она правильно строила. Это хорошо. Как тебе такое мое начинание?